Уважаемые зрители, сегодня хочу предложить вашему вниманию очень вкусный рецепт консервированных помидоров. Для этого рецепта нам понадобится 10 зубчиков чеснока, 1 луковица, несколько веточек базилика, 1 сладкая перчина, 1 килограмм 200 грамм помидоров, 50 грамм уксуса, 5 столовых ложек сахара и 2 столовые ложки соли. Секретный ингредиент – 2 таблетки аспирина. Помидоры очень вкусные. Если вы их приготовите, вы съедите помидоры и выпьете рассол. Приступаем. Надо порезать луковицу полукольцами. У меня рецепт рассчитан на 3 литровые баночки или на 1 трехлитровую баночку. Можете по своему желанию увеличить дозировку. Чтобы помидоры не трескались, когда вы их заливаете кипятком, прокалите место от плодоножки зубочисткой. Я все помидоры уже наколола зубочисткой. Складываю в баночку на дно лук. Чеснок. Базилик. Выкладываю помидорки. Для этого рецепта я беру помидорки не крупные. Лучше брать поздние помидоры, типа сливка. Они очень хорошо ложатся в баночку, не лопаются. Они тверже, чем обычные. Всякие там сладкие помидоры, там розовые. Я не беру на этот рецепт, потому что они очень лопаются в бутыльке или в баночке. Так я поступаю со всеми баночками. Помидоры я разложила по баночкам, перекладывая луком, базиликом, сладким перцем. Теперь заливаю кипятком и оставляю их на 10 минут. Прикрываю крышечкой. Помидоры прогреваются 10 минут. Прошло 10 минут. Сливаю жидкость помидоров. Добавляю сахар. Соль. 2 таблетки аспирина я предварительно размяла, потому что они в воде очень плохо растворяются, их только надо разминать.
соус я добавлю после закипания рассола. Ставлю его сразу возле плиты. Рассол ставлю на плиту, чтобы он закипел. Рассол закипел. Добавляю в него уксус и выключаю. Размешиваю. В этот рассол я не добавляю ни лавровый лист, ни душистый перец. Базилик и лук сами по себе ароматные, поэтому ничего не надо. Если вы не любите базилик, если вы не ложите в помидоры лук, вы можете положить лавровый лист, душистый перец, специи по своему вкусу. Разливаю рассол по баночкам. Баночки закручиваю крышкой. Укутываю до полного остывания. Вот какие красивые помидоры у меня получились. Зрители мои, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А я, в свою очередь, буду радовать вас своими новыми рецептами. До свидания.